Всем привет! Привет всем! Сегодня мы решили попробовать голландскую еду. Мы покажем, как это нужно есть. Начнем мы с типичного голландского блюда, которое называется крокет. Выглядит он примерно вот так. Ну, бывает, конечно, потоньше, поменьше. Всякие там кафе приносят маленькие. Разного цвета бывает. Да. И вегетарианский тоже может быть, в принципе. Ну, в общем, давайте пробовать. Внутри вот такая вот масса. Дайте же попробовать. Ну, по вкусу не противно. Да. В принципе, можно есть. Но не самая вкусная закуска, которую только можно себе представить. Напоминает чем-то вот как расплавленный холодец внутри. Нет? Может быть, я просто не могу себе представить расплавленный холодец, поэтому мне трудно такое говорить. Ну, в общем, достаточно, по-моему, пока. Запивать это мы будем пивом. В принципе, в Голландии производится достаточно мало пива, потому что большинство сортов они импортируют из Бельгии. Но и что-то типа Хайникена или Амстела вы можете попробовать где угодно, да, поэтому мы решили взять менее распространенный сорт. Такой вот Texels. Да, производится на Голландских островах. То есть на севере страны, в Северном море. В принципе, это должен быть бокбир, то есть это как немного более тяжелый, чем обыкновенный лагер. Здесь 7% алкоголя. Давай уже пробовать. Да. Ну как? Ну, сладковатый какой-то вкус, поэтому, честно говоря, Пропаганда алкоголя. сомнительно, да. Сомнительно. То есть, если есть выбор из этого пива и чего-то типа Вайценбер, тогда, конечно, это проигрывает. Мне кажется, немного горьковатый на вкус. Лучше, чем Хайник. Да, это определенно. Сейчас, чтобы заесть вкус пива, мы приготовили типичную голландскую конфету, даже не знаю, как это обозвать. Да, пожалуй, что-то типа леденца. Упаковка выглядит вот так. Ну, И конфеты подозрительно черного цвета, что уже вас должно насторожить. Угу. К сожалению, нам придется это попробовать. Пожелайте нам удачи. Липнет все к зубам. О, даже невозможно выплюнуть это сразу. Ну, ужасно, конечно, это. На самом деле это все с лакрицей. Поэтому это только могут есть жители северных. Может быть, стран. запьем это пивом? Ну, можно, конечно, попробовать, но, мне кажется, лучше не будет. На самом деле невозможно разжевать. Невозможно. И выплюнуть И тоже. вкус становится только хуже. И выплюнуть тоже невозможно, поэтому придется мучиться. Так. Нет, я думаю, что мы все же это выплюнем. Сейчас. Да. А, теперь мы попробуем кое-что фруктовое. Для того, чтобы перебить этот Этот ужасный вкус. мерзкий привкус. Название многообещающее. Фрукт. Обещает нам что-то фруктовое Что-то внутри. такой, йоу. У меня до Я сих не пор, могу её открыть. мне до сих пор прилип часть конфеты, которую я не смогла вытянуть. Это подстава, конечно. потому Поэтому что- вся последующая еда будет у меня со вкусом дропкис. А я не могу открыть ее рот.
То есть это такой вот крекер. О, тут даже их 2 штуки, очень Две удобно. штуки. Это крекер, на который намазана какая-то белая Йогурт. подозрительная паста. Йогурт. По-видимому, йогурт. Да, похоже на то. И тут еще какие-то включения. Внутри какой-то, не знаю, Ну, как это попробуем, обозвать. попробуем. Ну, надо пробовать. Надо пробовать. Хм. Да, Ничего. это можно есть. И даже очень хорошо. Очень хорошо. Запивать все-таки нужно тоже. Есть сухомятку нельзя. Да. Поэтому мы вам покажем напиток Кассис. По вкусу он должен быть что-то типа ягодной фанты. Тут вот ягоды какие-то нарисованы. Похожие на смородину. Смородина или что-то такое. Ну, Или чернику. Что-то темное, короче. Ну, Да, попробуем. давайте пробовать. Сейчас такой Фонтан. фонтанчик. Достаточно приятный вкус. На самом деле, Мне кажется, слишком сладко. да, вот, пожалуй, это верно. То есть, Но пить можно вкуснее, чем фанта. лучше было, конечно, поменьше сахара положить, но так, в принципе, тоже нормально. Мы продолжаем повышать уровень сахара в крови, Неадеквата. поэтому мы переходим вот к такой вот, ой, сыпется. Замечательный. Вот такой замечательной голландской еде, которую голландцы едят на завтрак. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот. В принципе, можно было бы подумать, что это нормальный завтрак для человека, 5 лет. которому, да, там 5-6 лет. Но это едят голландцы всех возрастов. Я лично видела, как это едят люди с образованием во время обеда. Да. И даже с учеными степенями. Мгм. Поэтому мы решили, что нам тоже можно попробовать. Вот так это выглядит. Но это едят не вот так, а берется хлеб с маслом. Мы взяли Мы подготовили. булочку. И да. это сыпется на хлеб. Ты берешь. Я свои высыплю. Высыпь. Так. Вот, я тут что-то вот наковырял. Да, Дорогая. Насыпать. да, пожалуйста. Сыпь больше. Шоколад же, кстати, А больше не сыпется. сыпется. То есть я достигла своего лимита шоколада на Предел. сегодня. Всё, да. Всё, Ну, достаточно, давайте достаточно, пробовать, давайте достаточно. пробовать. Ну, что-то как-то у меня мало получилось. Вот такая вот красота получилась. Приятного аппетита. Да. На самом деле вкусно. Мне Нет. нравится. Но я бы предпочла шоколад в чистом виде, без масла и хлеба. Но так тоже ничего. Была такая вещь, как шоколадное масло. Вот, в принципе, если помазать булку шоколадным маслом, то должно получиться что-то типа такого. Доедим потом. Или Так. нет. Продолжаем есть хлеб. Продолжаем, да. Среднестатистический голландец должен в день съедать около 12 кусков хлеба. Вот, поэтому мы пока только На- в начале пути. Сейчас мы будем пробовать... вот шоколад на хлеб мы уже мазали. Теперь мы будем мазать на хлеб печенье. Печенье, да. Вот, видите, печенье нарисовано. Ну, тут трудно, я думаю. Посмотреть лучше, конечно, это намазать. Пахнет вкусно. Давай, я буду мазать. Точно так же мажется на Пахнет. хлеб. Пахнет. Я не уверен, что это прям очень вкусно пахнет. Есть запахи повкуснее, конечно, Слушайте его. но... Ну вот, достаточно, я Да, думаю. да, Вот спасибо. такое вот печенье. Пока Илья продолжает Один. мазать на хлеб себе печенье, Да, печенье я с уже хлебом. начну пробовать. Я тоже. Мне нравится очень.
Я могла бы это есть каждый день на завтрак, обед и ужин. Поздравляю. Нет, в принципе, это можно есть. Это, пожалуй, получше будет, чем шоколад. Но все-таки есть такое ощущение избыточности. Это как бы хлеб намазал тестом. Ну, мне это напоминает по вкусу вареную сгущенку. И по цвету, кстати, тоже. Нужно, конечно, чего-то пить, потому что так это невозможно есть. Сыромятку мы взяли молоко, но не обычное, а... Молоко с приставкой «карне». Что такое «карне», мы не знаем. Да. Поэтому мы сейчас его попробуем. Голландцы пьют очень много молочных продуктов, потому что молоком, видимо, очень хорошо запивать хлеб. Потому что фермерские традиции процветают. Выглядит как молоко. Молоко, но чуть-чуть погуще, пожалуй, чем молоко, поэтому... Давайте посмотрим. пробовать. Ну, в общем, по вкусу напоминает незагустевший кефир. Да, то есть абсолютно точно. Это кефир. Достаточно жидкий. Я в детстве пил кефир с сахаром, поэтому сейчас это, мне кажется, Невкусно. достаточно кисленьким таким. Но то, что мы ели перед этим, запивать вот этим вполне можно. Достаточно, да. Теперь мы приступаем к следующему блюду в нашем меню. Блюдо, такая закуска маленькая. Называется она Снелла Елла. Намекает нам на то, что есть это нужно очень быстро. Угу. Вот это слово Снелл. А Елла это вообще голландское имя такое. Ну, посмотрим. Нужно его сначала открыть. Меня не вызывает доверия. Да, я уже открыла. Отлично. Вот. На вид какой-то хлеб, который промок, а потом высох. И вот. И его напичкали изюмом, судя по всему. Но еще пахнет какой-то то ли корицей, то ли ванилью, то ли надо пробовать. Давайте пробовать. На. Ну, так как сладкий черный хлеб я не очень люблю, На самом деле, мне не нравится. мне кажется, что хлеб не только промок, но и плесневел перед этим. Фу. То есть, честно говоря, есть это я бы не стал. Но поэтому Да, есть придется, конечно, есть нужно будет, да. но это не очень вкусно. Нет. Поэтому нет. Что более вкусным должно быть, это вафли голландские, это достаточно известный продукт. Да, ни одна передача «Голландские идеи» без них не обходится. Голландцами очень гордятся. Естественно, потому что они есть во всех туристических магазинах и лавках. Угу. Вафли бывают разных размеров. Мы взяли Маленькие вот но такие. в принципе могут быть и где-то таких вот. И если они большие, говорят, что когда пьешь чай, можно положить на кружку с горячим чаем, и, собственно, Чтобы оно начинка размякло и потекла. потекло. Надо пробовать. Ну, вафли, в принципе, трудно испортить. Достаточно сладко, поэтому много такого не съешь. Много сахара. Но, Я думаю, что американцам понравилось бы. Поэтому... но с чаем несколько штук пойдет. Да. Теперь это нужно чем-то заесть. Ну, таким жиденьким. Да? Жизненьким и менее сладким. Еще один молочный продукт. Голландский. Называется фла. Выглядит вот так. 3 буквы всего. Вот. Фла. Фла.
Мгм. И чаще всего бывает она ванильная. Продается еще шоколадная. Не знаю, куда я показываю. Мы решили... Мы решили взять совместить. дабл. Налью я в такую кружку. Достаточно. Да, Я уже открыла. Ну, Осторожно. Давай. О, как. Там даже Жалко очень, что это невозможно показать. невозможно передать это Ну, словами. На самом деле, вот посмотрите, как это выглядит это выгля- примерно вот так. выглядит. Это какое-то желе. Масса похожая на желе. Ну, давайте пробовать. Есть это, по-видимому, нужно ложкой, потому что Оно- пить это трудно. Оно А достаточно жидкое. жидкое, но пить все равно трудно. Поэтому ложка это самое то. Ну, честно говоря, конкретно вот это вот какая-то безвкусная. Либо это после вафли так кажется. И, если честно, то мне кажется, что если это отварить и дать остыть, то получится сгущенка. Не знаю. Но могу сказать, что вот после вафли вкус абсолютно не ощущается, лично мне. Ну да. Ну, я, пожалуй, еще ложечку. Вот. Последний продукт в нашем обзоре это такие вот цветные полосочки, которые, в принципе, Засыпано сахаром. должны быть украшениями на елке там или на футбольном матче, но Но некоторые их кто-то едят. придумал это есть. И тут есть разные Разные цвета, да. цвета. Сразу говорю, что мы ничего не пропагандируем. Да. Но на вкус очень кисло, Мне очень нравится. но в этом есть определенная прелесть. Ну, это, конечно, убийство для зубов, но достаточно вкусно. Достаточно неплохо, да. Простите. Голландцы это едят во время карнавала. И тогда карнавальная процессия разбрасывает разные сладости по сторонам. В том числе вот такие вот штуки. Да. Довольно кисло, но можно есть. Это, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Пока. Пока!